Всем привет! С вами Карина Загоскина. Я уже соскучилась по инстаграму. Устала сегодня капец. Я снимала обещанный вчера в сторис вам рецепт зефира яблочного. Жесть вообще. Это надо давать медали тем, кто снимают эти ролики с рецептами. Сейчас, секунду. Кристина! Малыш! Я забыла принести свой букет, которым я теперь буду хвастаться на прямых эфирах, когда буду рекламировать свой онлайн-курс. Мам! Капец, они, короче, все против меня ополчились. Что мама, что дочь. Одну секундочку, сейчас я крикну просто погромче туда, наверх. Кристин! Принеси мне мой букет сиреневый! Прошу прощения. Я тут не могла 5 минут войти в аккаунт, а сейчас еще организационные моменты. Сейчас, секунду, я вот еще кое-что сделаю, а то я себя не вижу. Ага, отлично. Так, сейчас я еще для полного счастья подключу наушники, чтобы вы меня слышали, потому что у меня вообще нету сил разговаривать. Никаких. Ты уже ведешь эфир? Я уже веду эфир, да, и жалуюсь, что я очень устала на съемках. Капец. Вроде ничего не делала, стояла, тупила. Вот мне принесли мой букет. Итак. Ну, конечно, он пахнет черникой и малиной. Сейчас, подождите. Почему? Я же не сказала еще, что я королева зефира. Подожди, стой. Да, итак, и снова здравствуйте. С вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Сейчас я включу наушник, чтобы мне тут суфлер шептал, что мне дальше говорить. Если что, это шутка. А с чем тебе наушник? Я наушник включаю. Нет, ну как гарнитуру это понятно. Чтобы у меня идет звук сюда, с микрофона. От меня, от моего рта. Понятно. Идет звук в микрофон в наушнике. Ты, кстати, можешь мне задавать вопросы, так интереснее. Наконец-таки у меня помимо вас есть еще и живой зритель. А можно я камеру переверну и буду тебе читать, если что, вопрос? Зайчик, я мечтала об этом всю жизнь. Я тебя постоянно об этом прошу. Нет, котеночек. неправда. Сейчас главное... Ты можешь, в принципе, взять с руки или так неудобно тебе? Можно? Тебе нужно... Сейчас, подождите. Это меня не показывает. Тебя не показываю, покажу сейчас свой букет. Та-дам, 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 та-да-да-да-дам. Итак, с вами Карина Загоскина. Вот так, подожди, малыш. Нет, нет, нет. Вот, возьми вот так вот, сделай, вот подставка. Ну ладно. Королева зефирных цветов. Почему? Подожди, остановись. Технические неполадки, надо все настроить. Сейчас мне надо опустить это. Исчадие ада. У меня реально ни на что нет сил, ни на какой прямой эфир. С тобой здороваются. Королева. Так, все, можете это все стерли, забыли, это щелкнули, значит. Всем привет! С вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Почему королева зефирных цветов? И потому что кроме меня вот такие большие цветы никто не рискует даже делать, потому что нафиг они никому не нужны. Шучу, конечно. Это очень классно, что цветы большие, потому что вот сделал 7 цветов, да, и у тебя букет диаметром, даже китенька пришла. Ай, если я сейчас его уроню, будет очень обидно, я с ним еще не сфотографировалась. Так, диаметром 40 сантиметров. То есть вот у нас это не по этим, не по бумажкам. По бумажкам у нас вообще все 57. Сам букет диаметром как огромная пицца. Да. Надоела пицца, захотели освежиться, купили срочно букет от Пекарины. И либо от учеников моего онлайн-курса, где я учу делать не только такие огромные цветы, а и все цветы, которые вообще можно только придумать. Вот, у меня в полном курсе 40 цветов мы там с вами изучаем. 3 вида упаковки букетов. Я даю базу, которая
благодаря которой вы можете сделать любые вкусы зефира, хоть с мясом, хоть не с мясом, хоть с тараканами, хоть с дурианами, хоть с сыром, с чем угодно. Пожалуйста, если есть база, вы можете вводить и жиросодержащие продукты, содержащие энзимы продукты, все что угодно в зефир, и он у вас останется пышным и прекрасным. Вот, что там еще у меня на курсе есть хорошего. Про постановку рук много чего говорю. То есть это моя классическая, господи, что несу, авторская школа зефирной флористики, благодаря которой вы можете делать по фотографиям. Малыш, принеси мне тот букет, который я делала по фото. Он у меня был в сторис. Ты прям с коробочкой несешь. Тоже, чтобы понимали масштаб, да, вот коробка. Вынимаем из коробки. Получаем вот такую красотищу. Поворачиваем и смотрим, да, красиво видно, все хорошо. Очень красиво. Этот букет мне очень нравится. Вот, здесь у нас голубые гвоздики, розовые пионы и Папоротник. папоротник, маморотник. Вот, и тут еще дырочки всякие технические. Я прикрыла ягодками, которые из остатков нашлепала. Это не я такой цвет, в принципе, не особо, но просто букет живой был с голубыми гвоздиками. Я сделала тоже с голубыми гвоздиками. У меня, по-моему, в ВКонтакте есть фото и такого букета, и живого букета для сравнения. О чем суть? В том, что хотите научиться Наталья делать... Сергеевна, большое спасибо за кучу комплиментов. Карина, тебя хвалят. Ну, наконец-таки. Меня всегда девчонки хвалят на эфирах. Спасибо вам огромное, мне очень приятно. Значит, что я хочу сказать. Увидели живой букет, понравился, взяли, повторили. У меня сейчас просто очень много работы, я же все время допиливаю курс свой, доснимаю, потому что то одно, то другое, у меня все новые мысли. Я вот сейчас пересняла зефир ручным миксером, кстати, вот сегодня-завтра отредактирую, залью на гид-курс. У меня курс находится на платформе гид-курс, уроки в записи. Вы можете учиться, когда хотите. Самостоятельное обучение по полному курсу из 40 цветов, 3 видов упаковки и миллиону рецептов зефира у меня стоит 15 тысяч рублей. Если хотите, чтобы мое величество вас, как говорится, токсично критиковала и требовала от вас блестящих результатов, собственно говоря, с которыми вы уйдете с моего курса, то есть VIP обучение, тогда оно стоит 29 900. Но не у всех есть такие огромные деньги. Спрашивают, какой у тебя ник в инсте? Пикарина. Ник у меня в инстаграме picarina.torты. Я, когда закончу эфир, естественно, я его сохраню, и там будет ссылка на мой аккаунт. И, кстати, пока вот я с вами болтаю, я до сих пор еще не придумала, что мы будем с вами сегодня делать. Какой мы сегодня будем делать с вами цветок. Поэтому, если есть пожелания, можете что-нибудь возжелать. Я думаю, что мы сделаем сегодня с вами пион. Вот по типу вот этих вот королевских пионов. Но это пионы в корейской технике мы сделаем без серединки. Такой пиончик с вами, рискнем здоровьем. Вот, сейчас я букет отложу. Ну, вот этот старенький вы все, наверное, видели. Ну, ладно, он уже у меня засох. С большими 10-сантиметровыми ромашками и с пиончиками, с бутонами. Тоже классный. В общем, хотите... Гортензию хотят. Гортензию хотите? Пион не хотите? Да ради бога, гортензию так гортензию. Не вопрос. Сегодня будем делать другую гортензию, не такую, какую обычно делаем. Тогда. Дайте, подождите. Дайте мне, я туплю. Что я хотела? Ну если дорого, то можете пойти на курс база. Мы там изучаем те цветы, которые у нас на очном курсе были. Вот я год ездила в прошлом году по городам, 9 месяцев вернее. Я за 9 месяцев выучила 300 человек, 320. У меня прям точный счет, потому что я ни одного из своих студентов не бросаю. У меня есть группа, куда эти студенты приходят с очных курсов. На заочники, вот у них свои группы есть. Пион хотят. Любые вопросы, которые у вас возникают по ходу обучения, даже у тех, кто купил курс для самостоятельного обучения, база у меня стоит всего-навсего 5 900,
а база индивидуальное обучение стоит 9 900. Вот. А индивидуальное это что? Это на любой вопрос я с вами на связи, и любые моменты я вам все объясню, расскажу. Я за эти 9 месяцев, пока учила людей очно, я и все-таки начала понимать, как учить людей на расстоянии, потому что мне достаточно сейчас просто посмотреть на ваш цветок, и я понимаю, что вы сделали не так, где вы неправильно держали руку, где вы не надавили не так, либо передавили не так. Поэтому легко исправить ошибки, показать, на что нужно сделать акцент, и пока еще ни одна девочка недовольная с моего курса не ушла. Чему я очень благодарна и сама этому рада, потому что мне очень долго переживала по поводу того, будет ли эффективный мой онлайн-курс. Ладно, хорош, хватит себя хвалить. 6 людей за пион и 2 человека за гортензию. Ну тогда пион. Значит, делать, что нужно сделать вообще по зефиру, да? У нас сегодня зефир из яблок, домашних, мною сорванных в огороде. Самые простые, непонятно какие, они совершенно невкусные в еде, они кисло-сладкие, но пюре с ними прекрасное. Как его делала? Порезала яблоки, выкинула всех червяков, вот, не чистила кожуру ни в коем случае, просто все заложила в эту чашку, запихала в микроволновку на 20 минут. Без сахара это пюре. О, кстати, малыш, сгоняй, пожалуйста, под навес, у меня там сахар остался. Али, подожди, я занесла один пакет. Али, на кухне. Вот. И чего я говорила? Я что-то говорила. А, пюре, микроволновка, 20 минут, блендером пробиваем, и моим прекрасным ситом для протирки ягод протираем его. И у нас шикарное, густое, Куда моя королева великолепное. Никуда чашка у нас под навесом осталась. Вот. В общем, вот на этом пюре мы сегодня на яблочном будем делать цветочный зефир. Если вы хотите делать просто зефир, то вы можете просто пробить блендером. Если вы хорошо почистили яблоки от вот этих вот чешуек, которые вокруг косточек, да, тверденьких. Котишка где-то там хулиганит. А нет, вот она валяется. Всем нравится у меня в мастерской тусить. Ну еще бы. Так вот, пока я развязываю сахар, мы сейчас с вами подготовим инструменты. Для вот этого сложного пиона нам понадобится 126-я насадка. Девочки, а возможно мальчики, не стесняемся. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Эфир не просто так прямой. Да. 126 насадка, прямой лепесток розы. И насадка 128, тоже прямой лепесток розы, просто другого размера. Вот такими двумя насадками мы будем делать с вами сегодня пион. Тебе кто-то отправил запрос на участие Ну, в прямом это эфире. девчонки просто не очень хорошо разбираются в Инстаграм. И Понятно. судорожно тычут, потом в ужасе сидят с замиранием сердца, колотящего, короче, в общем, думаешь, что-то натворили, все в порядке. Готовим все. Так как зефир у нас штука капризная, нужно все подготовить заранее. Ну, капризная она у тех, кто его боится. А мы люди смелые. Весы у нас тоже остались под навесом, да? Прекрасно. Сейчас я новые открою. Все, мы подготовили насадки. Также у меня есть Миксер тоже под навесом. вечно грязный гвоздь. Нет, этот миксер у меня KitchenAid под навесом. Вечно грязный гвоздь, чтобы к нему хорошо прилипали цветочки. Бумажки мы у нас, я не нарезаю, они у меня готовые стикеры. Я беру в Магнит Косметик их. Они вот в таком вот виде там. В таких вот брикетах. Очень удобная штука. А у нас в майском я набрела в канцтоварах. Это у нас 9 на 9 блок для записей. А там были вообще маленькие вот такие. Тоже удобно. Малютка, аккуратней. Вот. Значит, бумажки мы подготовили. Сахар мы так и не развязали. Очень радуется прекрасная девушка Левша, потому что пион прямыми насадками очень неудобно 874 работать. Девушка Левша была у меня на курсе или нет? Потому что девушка Левши, которые были на курсе, я показала, как делать пион. Анна. 874. Я так не вспомню, я склерозница. Ну. Все, сахар я развязала, аллилуйя. Достану весы, которых у меня фигово туча, конечно же. Так.
Кто был на курсе, узнаете коробочки? Может, вы не видели. У меня помощницы обычно узнают эти весы. Многострадальные. По всей стране проехали. Так. Работаете? Работаете. И тряпочку влажную я не нашла еще. Не сухая. Ладно, я намочу. Тут у большинства твоих зрителей уже ники в Инстаграме и Зефир. А Анна, которая левша, пишет, что пока не была, но хочет. Ну, у меня онлайн-курс пока еще, у меня нет уроков для левшей, к сожалению, но на очных курсах я левшей учу. Вообще без проблем. Так, надо эту воду тоже вылить лишнюю. Лишнюю воду. И, кстати, есть насадка зеркальная, но, к сожалению, не 874, а типа 202, она побольше, 3,3 миллиметра. Она есть вот в нашу, да, в сторону по часовой стрелке, а есть такая же против часовой стрелки. Так, теперь тебе, наверное, придется с руки снимать, чтобы девчонкам было видно, что я тут делаю. Я могу наклонить вот так. Прекрасно. Значит, что мы делаем? Мое фирменное раскрытие желирующих свойств агара для того, чтобы его можно было тратить меньше. Зефир был бы вкуснее, более упругий, и в то же время как бы самого зефира мы мало бы использовали. Сегодня мы делали рецепт, да, яблочного. Мы клали 30 граммов белка, 150 грамм пюре. У нас там почти 200, кстати, получилось. И агара всего 4 грамма. Я скоро сама стану, блин, зефирной. Ну, классно, что, мать сдохнет. Очень позитивный прямой эфир. Так, вода, агар. Вода, агар. Все это тщательно перемешиваем, чтобы не образовалось у нас в комочках. И ставим на плиту почти на полную мощность. Дальше у нас в ход идут белки. Кто знает разницу между вот таким венчиком и таким венчиком? Расскажите мне, пожалуйста. Кто не знает, сейчас узнает. Ой, Китенька нашла жучка. Вот чем здесь ужик у нас питается, жучками. У нас здесь в моей мастерской живет уж. Я его не могу изловить, он прячется от меня. Текс, белок. У нас, естественно, зефир по классической технологии. Я по заварной тоже показывала. Мы прям варили в эфире. И накладываем пюрешечку. Хорош. Все. Кислоты яблок достаточно. Лимонку я не кладу. Зефир я варю без сиропа глюкозы сейчас, потому что не вижу в этом смысла. Так как все прекрасно хранится, не засахаривается. Кислоты в яблоках достаточно, чтобы препятствовать засахариванию зефира. И зефир хранится больше недели, вообще без изменений каких-либо. Так как мы с вами будем много болтать, я буду делать зефир с подогревом. Но это не значит, что у меня какой-то супер-пупер неправильный зефир, который доступен только владельцам такой шикарной техники. Ничего подобного. Мой зефир можно сделать и обычным миксером с 2 венчиками, и на обычной планетарке. А можно ли сделать твой зефир не с 2 венчиками, а который к блендеру венчик Ну, просто зефир, какашечки отсадить, да, вот эти розеточки, да, можно. А цветочный, ну, маловероятно, что собьется, честно. Я не представляю так. Можно заморозить? А пюре яблочное с сахаром? Нет, пюре яблочное без сахара, поэтому сахар мы кладем чуть-чуть побольше, чем в прошлый раз. Рецепт у вас будет для варенья с сахаром уже. Даже много. Навалила от души. Ложечки у меня нет, буду руками вынимать.
чем отличие венчиков, спрашивают? А никто, да, кто сейчас смотрит эфир, не знает, да, в чем отличие? Старый венчик, который толстый, сейчас его не производят. А новые венчики у меня ломаются со страшной силой. Ну, много работаю, либо курсы, либо уроки. Первый свой зефир делала просто блендерным венчиком и агаром с магазина, и все отлично было. О чем я все время и говорю. Если рецепт дельный и толковый, я перемешала сахар и ставлю опять его на плиту. Если рецепт толковый, если там написано все нормально, как нужно, все нормально получится прекрасно. Не знаю, цветочный получился у вас или нет, но для меня... Для чего добавляют лимонную кислоту при взбивании белков? Смотря как где. Если в белковом заварном креме мы закрепляем белок, потому что стоячего белкового заварного крема без добавления лимонной кислоты не будет. Он всегда будет такой тянущийся, без лимонки. А в зефир лично я добавляю лимонную кислоту, если у меня пресное пюре, да, оно не дает такую кислинку, мне не нравится приторно-сладкий зефир. Даже если я туда кладу мало сахара, то все равно, да, ну, хочется, чтобы мне нравится, чтобы он был кисло-сладкий. Пишут, заодно лимонная кислота предотвращает засахаривание. То есть эти все разговоры о том, что инвертный сироп и сироп глюкозы консерванты, они не консерванты, они предотвращают засахаривание зефира. Триха, принеси, пожалуйста, коробочку с большим цветком, вон там ленточку привязанную. Значит, у нас закипел сироп, я убавляю на среднюю мощность, плюс, вон на полочке с лентой, плюс моего зефира в том, что когда я варю сироп, мне не нужно постоянно его мешать. говорят, что один взбивает лучше. Когда один венчик, то лучше взбивается. Старый венчик порции зефира, больше попыток. Насчет больших цветов. Коробка 20 сантиметров. Там лежит мой цветочек. Один. Шикарный подарок. Проклята торт. Бента цветов. Стал немного подвисать эфир. С интернетом беда. Ничего не могу поделать, потому что у меня VPN включен, Wi-Fi достает. Может быть, у кого-то виснет. Итак, можешь взять телефон, прийти сюда, показать крупным планом, что происходит. Чашемся и хотим кофе. Здесь у нас взбивается белок с яблоком, а здесь у нас варится сироп. Мы не варим сироп с термометром, либо по времени, мы поднимаем венчик и смотрим. Если сопли потянулись, значит сироп готов. Сопли не потянулись, сироп не готов. Да, жалуются на то, что связь плохая, проблема у тебя. Ничего не могу сделать. Как есть. Да, Wi-Fi есть. Сейчас лучше стало. А потому что далеко, когда отходишь, вот эти десятки, даже 40 сантиметров, они имеют значение. Кстати, может быть, вот сейчас у нас не очень хорошо взбивается пюре, потому что там нет сахара. Упустили пропорции, можешь повторить? Рецепт будет в рекламном посте. Напиши тему эфира «Пион прямыми насадками». А как это сделать? Вот смотрим. Видите, как тут сироп загустел? И вот они с венчика свисают вот такие низкие, ленивые капельки, как сопли. Все, сироп у нас готов. Не
немного сахара добавляю в дежу, потому что яблочное пюре было без сахара хреново взбивается. Несмотря на то, что у нас сырок уже готов, мы можем просто убавить мощность плиты и продолжить его варить. Чем сильнее у нас сироп уварен, тем быстрее наши цветы засохнут и стабилизируются. Ну, в хорошем смысле высохнут. Если у вас миксер без подогрева, вы обязательно должны взбивать вашу массу в деже до жестких пиков. Если вы будете вливать сироп в мягкие пики, которые вот у нас сейчас мягкие пики в чаше. Если вы вольете сироп в мягкие пики, вы не сможете дальше взбить зефир до такого состояния, чтобы он держал форму, как белковый заварной крем. Поэтому вы со своим миксером без подогрева дожидаетесь жестких пиков. А я, так как у меня миксер с подогревом, и я могу взбивать вечно, я сейчас начну уже потихонечку вливать сироп. Мне можно, я королева зефира. Да, раньше в Инстаграме народ смотрел, было 100 человек, а сейчас 40. Задушили. Зависает, тяжело смотреть. Ну, значит, в записи попробуйте посмотреть попозже, потому что я, все, что могу, делаю. VPN вроде бы хороший у меня. А как вариант, если люди с двумя венчиками, они могут на водяной бане делать зефир на очень слабой? Конечно, мы так и будем, мы так и делаем. Зефир на водяной бане, миксером с двумя венчиками. На слабой водяной бане просто нагреваем в кастрюле воду до кипения, снимаем с огня, ставим туда и взбиваем. Пишут, что все нормально. Есть еще маленький секрет. Если у вас долго не взбивается зефир, и вам кажется, что он никогда не взобьется, можно добавить немножко белка, граммов 10. Так, и краситель я хочу добавить. У нас будет... Хочу сиреневый или голубой оставить, или сиреневый.
Оставь то. Вот, потихонечку начинает взбиваться. Как мы узнаем, взбился у нас зефир или нет? У нас вокруг венчика начинают образовываться глубокие ямы. И он, зефир, начинает хлопать. Как только наш зефир начинает хлопать и образуются ямки, значит уже можно его использовать в качестве цветочного зефира. Вуаля! Наш зефир готов. Пойдем теперь обратно. Погоди. Это не так легко, как ты думаешь. Знаю. Все-таки я яблочный зефир не люблю. А мне наоборот нравится больше всего яблочный Потому зефир. что ты редко его ешь. Да. Ну, у меня тоже, вот я вчерашний полопала зефир, который яблочный я делала. Мне норм, я вроде бы соскучилась. А сейчас уже хоп-хоп уже. Я не любитель зефира. Что там надо? Чашечку опустить. Башку. Итак. Ням-ням. Вкусно или нет? Да, этот мало сладкий. Нормально получится. Зажим. Скальпель. Огурец. Что? Спирт. Сухой мешок. Что там? Ну, не знаю. Все, мы снарядились. По-моему, я на прямых эфирах и Да, ты не не говоришь. говорю. Опускай ниже. Теперь девчонкам нужно видеть стол. Говорят сделать резкость. Извините, ничего сделать не могу. Вообще ниже сделай, да, поплюй на тряпочку и протри. Ниже вообще стояк опусти. Слишком высоко. Хорошо. Плохо видно. Пачкаем гвоздь, прилепливаем бумажку, приклеиваем как следует. И начинаем делать основание для наших пиончиков. Просто накручиваем вот такие полусферки. Если бы мне не было лень, я бы накрутила, взяла бы насадку трубочка, либо просто срезала аккуратно кончик мешка ровно и выдула бы просто такие вот полусферки, да, шарики. Но это же нужно много лишних движений делать, поэтому проще взять и мне лично накрутить вот такие вот полусферы с помощью насадок. Сделаем мы 5 пионов. Опять лагает. Ближе пододвигай. Куда ближе? Просто еще стоячок. Все, это максимум. Ну, все. Понять, простить и принять. Жалуются, что не видно. Вот, ниже еще. Куда я ниже? Можешь, Могу просто суркать. если тебе... Если тебе так удобно. Сейчас развис. Итак, погнали. Серединка пиона у нас состоит
из 5 лепестков. Вообще пион как бы у нас пятилистный. Понятия не имею, как ее делать. Такую закрученную. Будем вот так вот крутить. У нас здесь 4 лепестка, 5-й воткнем. И начинаем потихонечку каждый лепесточек поднимать выше и выше. Подняли, талию убрали, чтобы у нас это все не заваливалось. Надо там сделать еще, долепить. Все. Сейчас всем сделаем вот такие серединки пиончиком. Дай мне пройти, пожалуйста. Мать моя прекрасная. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот такой пропеллер делаем. И от этого пропеллера начинаем плясать, раскручивать наши лепесточки. Витенька, ты мне мешаешь. Витенька, наш котенок в восторге от подола моего платья просто. Все, убрали талию, поставили следующий. Вот, видите, он уже у меня схватился, зефир. Тебе 10%. Вон там зарядка. Придется. Номер насадки какой? С чем вот слушают люди? 126 сейчас пока работаем. Дальше будем 128 работать. Не ругайся на них. Они только учатся. Бездельники, разгильдяи. Сколько раз говорю, делайте сначала в белковом заварном креме цветы, отрабатывайте. Нет. Ой, Меня хвалят, что я хороший оператор. Я сразу в креме. Вот зефире сделала. Спасибо большое, девочки. Я стараюсь, чтобы вам все было видно. А почему у меня не получился цветочек? Потому что ты поленилась и сразу сделала зефир. Да, кстати, на моем курсе вы же не только зефир, вы еще белковый заварной крем учитесь делать. И им торты. Кстати, надо будет, Кристина, тему замутить. Вот мы сделали букет, да, сделать торт такими же цветами украшенный, БЗКшный. Надеюсь, торты будут не настоящие. И болванки сделаю. Спасибо, спутать торт. Девчонки, скажите же, после того, как начинаешь делать зефирные букеты, торты вообще делать не хочется. Просто фу на них. Я вот сейчас бы с удовольствием денег даже кому-нибудь заплатила, чтобы мне вкусный тортик испекли. Кристина, Заплати мне денег. Испеки мне вкусный тортик. Обязательно. Меня хвалят как оператора. Мне приятно. Спасибо большое, девочки. Так она у меня вообще, она мне свет выставляла сегодня. Мы там снимали видеоурок по зефиру с сюрпризом яблочному. Если бы у меня еще этот пион перед глазами был, я вообще от себя фигачу. Я впервые в жизни такой пион делаю без серединки. Уж простите Христа ради. Все, кто смотрит мои прямые эфиры постоянно, знают, что я редко когда отработанные цветы делаю. Мне скучно. А это те, которые со спиралькой такой? Который вот похожий Да, букет? похоже на этот букет. Что делать дальше? Ума не приложу. Давайте еще поделаем. Побольше только. Ой. А теперь можно в обратную сторону. Вы очень хорошо объясняете. Надеюсь, это не сарказм. Не знаю. Тут нечего, только крути и крути себе, Господи.
Вот мы накрутили такую загадочную серединку. Опять закрутили низ. Укрепили, чтобы оно ничего не разъехалось. Отлично, я пальцем влезла в цветок. Какая я молодец. Надо исправить. Все, теперь в обратную сторону крутим. У вас всегда все цветы получаются оригинальные. Спасибо большое, стараюсь. Все. Короче, 3 в одну сторону, 3 в другую сторону. Получился черти какой цветок. Ну, красивый, я думаю. Сейчас мы его еще затонируем. Главное, чтобы ваши лепестки поднимались от середины к краям выше и выше. Тогда они получаются интересные. Господи, что я делаю? Я не знаю, Карина, но, видимо, красивый цветочек. Да? Но пока ничего плохого не вижу. Второй ряд вот этих тройных лепесточков мы начинаем в стыке предыдущих. Все, то есть мы делаем 2 ряда по 3 лепестка насадкой 126. Потом мы возьмем 128 насадочку и будем делать ей лепесточки побольше. Так, меняем. Но, как всегда, я размотала на 5 пионов. Хватит нам на 2 в лучшем случае. А эти Покажи останутся. насадочку близко в камеру, пожалуйста. 128 насадка, прямая роза. Предыдущая была точно такая же, только поменьше. Никакой магии, никакой, только ловкость рук, как говорится. Убрали вот эту вот дырку, чтобы было на что опирать. И поехали делать лепесточки побольше, которые теперь уже открываются до самого низа, то есть до гвоздя мы доводим лепестки по 2. Камеру бить не обязательно. Простите. Тебе предлагают добавить модератора в свой прямой эфир. Кто? Инстаграм. Идет он лесом. Я и модератором, и оператором быть одновременно не смогу, боюсь. Пусть мне Инстаграм лучше. 50 зрителей, а все молчат. Да, естественно, Кристина. Девочки, задавайте вопросы, если что. Даже если вам что-то не нравится, можете писать. Да. Я вас тут же Сразу забаним. из эфира выкину. И всем будет счастье. А вот такое вот чудо-юдо у нас получается. Все равно все молчат. Смотрят и ладно. И то хорошо. Все, зефира у меня почти не осталось, поэтому я только некоторым сделаю еще дополнительные вот такие маленькие лепесточки. Внимательно смотрим, зачарованы, пишет. Зачарованы. Ну тогда ладно. Листва будет? Какая листва? Я могу принести, у меня есть в коробочке. Шикардос, у них цветок, очень красиво. Вот, спасибо, девочки, за активность, очень приятно. Сейчас, подождите, это еще цветочки.
Значит, здесь можно сделать 2 петельки и большой. Вот можно 3 недоделыша, 2 доделыша, и на 1 не хватило. Так. Вот из такой микрокрокозябры получается вот такой очень симпатичный цветочек. Ну, это, конечно, не 15 сантиметров. Аккуратно, я тебя прошу. 10? Сейчас мы еще попытаемся. Чем ты будешь его тонировать? Сухим красивым. Конечно, сухим красивым. Голубым. Значит, на меренге можно попробовать, а потом на зефир Не переходить. попробовать, а сначала... отработать да. до идеального. А потом только идти в зефир, чтобы не позориться. А сразу, чтобы ты, если делаешь из зефира, у тебя получался бы цветок. И чтобы просто из меренги ты цветочек можешь на него только посмотреть. А вот самый кайф, когда ты можешь этот цветок взять в руки и покрутить его, поразглядывать. Вот это супер. Покажи пока девкам цветы. Девки, смотрите, это цветы. И это цветы. А еще вот это цветы. И вот там цветы. Принеси еще какой-нибудь цветочек, который уже застыл, который можно потрогать. Покажи девочкам, какое это чудо вообще. Для букета как раз нужны разного размера цветочки. Да, именно так. Они, правда, увечные, все колечные. Осторожно, Кристенька, я тебе принесу. Цветок, который можно потрогать. Вот, можно трогать. Можно даже вот так тыкнуть, и ничего не произойдет. Не надо тыкать, они нежные. Ну, они нежные пока что. Не пока что. Этому цветку 2 недели. Да? Он без всяких лимонных... Хотят коробочку с одним цветком посмотреть. Вот, смотрите. Вот такой цветок. Можете посмотреть. А букет из желтых лилий когда увидим? Когда я его сделаю? Сегодня была должна сделать. Но черт меня понес. Блин, я вот пальцами сейчас повредила. Вот такой цветочек. Так, тонировка. One Ships to Wall. Девочка, голубой, сиреневый. Голубой, сиреневый и розовый хочу. Так, потренируемся сначала на бутонах. Мухи. Надо их поубивать всех. Объясни девочкам что-нибудь. Сухой краситель можно сделать самим. Развести в водке или же в спирте краситель водорастворимый до нужного вам цвета, там, консистенции, яркости. А потом замесить туда крахмал, пока не будет густая кашица. И потом этот крахмал, окрашенный вашим красителем, разложить тонким слоем, растянуть на силиконовый коврик, либо на пергамент. И можно высушить либо в естественной среде, либо в духовке. Все зависит. Вот такой повредила мне цветок. Сейчас развиснет. Погодь. Я потом под лампой все подсниму. Вот так получается после окрашивания. Еще сухие красители не красят язык,
Они никакие на вкус вообще не ощущаются. Что не менее прекрасно. Да. И получается из-за этого очень яркие цветы. Да, а внутри они не яркие. Я обычно вообще цветы не окрашиваю. Я их подкрасила для того, чтобы, ну, белый не засвечивался в камере. Делала краситель по вашему рецепту, все получалось замечательно, спасибо за знания. Всегда, пожалуйста. Приходите на эфир и покупайте курсы. Там еще много всего полезного. Пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Зефирные цветочки во всей своей красе. Да? Да. Ну, теперь ты можешь вернуться, показать меня, и мы будем скриншотиться со страшной силой. Со страшной силой. Ну что, девчонки, мы с вами сделали пион прямой насадкой. Иди отсюда. Листья из зефира? Да, из Да? зефира. Зефирненький. Съешь листочек? Фу, не хочу. Я лопала. Я вот смотрю, какой цветочек взять, чтобы заскриншотиться с ним. У нас с вами прямой эфир в Инстаграм. Нужно сделать заставку. Какая у меня сторона рабочая? Вот эта? Не знаю. Или вот это? Лучше прошлое. Прошлое? Сейчас. Я сейчас застыну на несколько секунд, чтобы потом себя найти. Да, этом. и волосы как-нибудь. Что-нибудь с ними сделай. Что-нибудь с ними сделать. Господи, кошка, короче, весь эфир кувыркается у меня в ногах. Играется с мешком, с подолом, блин, с ногами. Карина, листики какой насадкой делали? Прямой лепесток розы. Мы как-то на одном из эфиров даже перечислили 20 цветов можно сделать, видов цветов можно сделать одной единственной насадкой. Единственное, что может просто разные размеры. Все, я застываю. Эфир завис. А можно сделать так, чтобы я на фоне вот этого буфета зависла? Нет, нельзя. Можно, конечно. Сделаем, чтобы его было видно. Так, Вот нормально? так, супер, да? Сейчас поближе еще сделаю. Я устала. Ура. Ну что, спасибо большое, что пришли на эфир, что активно участвовали в создании сегодняшних пионов. Я надеюсь, что он был для вас полезный. И до новых встреч. С вами была Карина Загоскина. Приходите ко мне учиться, если вы хотите не бояться зефира и создавать вот такие прекрасные цветы. А лилии ты угробила. А лилии я угробила, белые я выбросила, А желтые еще не сделала. Кстати, та лилия, которую я обещала восстановить, я ее сломала. Но я ее, в общем, покажу как-нибудь. Все, всем пока.